Волна эскалации. Пока идут мирные переговоры, Путин приказывает усилить наступление в Украине. Устал от разговоров. Трамп просит лидеров ЕС надавить на Зеленского, чтобы тот уступил территории. В субботу в Париже Вашингтон отправит американскую делегацию на переговоры с европейцами, только если те пообещают результат. Интимные подробности в Белом доме обсуждают сон Трампа и пластырь на его руке. Двойная угроза. Евросоюз требует от премьера Бельгии разморозить российские активы. Москва пугает последствиями. $1 триллион на войну или мир. Конгресс одобряет рекордный оборонный бюджет США. Человек года. По версии Time им стали архитекторы искусственного интеллекта. Эксперты уверяют, ИИ остается технологией, полностью зависящей от людей. ФСБ и белые розы. Пашинян добрался до Москвы и записал странное видео. Что хотел сказать премьер Армении? Здравствуйте! Здесь мы рассказываем только главное. Смотрите, чтобы быть в курсе событий, которые меняют мир. Обязательно подпишитесь. С вами «Один день» и я, Андрей Данилевич. Трамп в напряженном разговоре с лидерами Европы призвал их давить на Владимира Зеленского, чтобы тот принял параметры американского мирного плана. Об этом The Wall Street Journal пишет со ссылкой на европейских и украинских официальных лиц, знакомых с переговорами. По их данным, президент США настаивал, что Киев должен проявить реализм в вопросе территорий и согласиться обсуждать линию прекращения огня в нынешней конфигурации. Украина представила свою версию плана, пытаясь смягчить наиболее чувствительные пункты. В частности, Киев подчеркивает, что любые территориальные решения может принимать только украинская сторона и предлагает жесткие механизмы контроля безопасности на линии разграничения. Собеседники The Wall Street Journal говорят, что именно вопрос территорий остается главным камнем преткновения. Трамп хочет ускорить соглашение, тогда как украинское руководство избегает фиксации любой формулы, которая выглядела бы как уступка. Европейские лидеры оказались между двумя позициями, пытаясь поддержать диалог, но не выйти за рамки украинских красных линий. Белый дом заявил, что Дональд Трамп направит представителя на европейские переговоры по Украине только если появится реальный шанс подписать мирное соглашение. Канцлер Германии Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте подтвердили, что подготовка встречи на выходных обсуждается, но участие США остается неопределенным. Вашингтон ждет гарантий, что разговоры будут иметь реальный смысл. Состоятся ли в субботу встречи высокопоставленных представителей США с европейскими и украинскими официальными лицами для обсуждения мирного плана? Смотрите, Соединенные Штаты и администрация Трампа продолжают активно участвовать в попытках положить конец войне между Россией и Украиной. Президент вчера провел разговор с европейцами. Его специальный посланник Уитков и его команда продолжают вести переговоры с обеими сторонами буквально в настоящий момент. Если появится реальный шанс подписать мирное соглашение, если мы решим, что эти встречи действительно заслуживают присутствия представителя от США в эти выходные, тогда мы отправим представителя. Пока еще не ясно, верим ли мы, что настоящий мир достижим и что можно действительно продвинуть процесс вперед. Президент крайне разочарован обеими сторонами войны. Он устал от встреч ради встреч. Он не хочет больше разговоров. Он хочет действий. Он хочет окончания войны. И администрация только за последние пару недель провела более 30 часов встреч с россиянами, украинцами и европейцами, а также телефонных переговоров. Так что посмотрим насчет встреч в эти выходные. Следите за обновлениями. Знает ли президент о последнем предложении президента Зеленского, которое было отправлено вчера? Да, он в курсе. Говорит много и спит мало. В Белом доме продолжают подчеркивать запредельный рабочий ритм Дональда Трампа. Министр торговли Говард Лютник утверждает, президент спит всего 4 часа в сутки и даже поздно ночью продолжает обзванивать членов своей команды. Мы выкладываемся по полной. Президент спит меньше, чем я. Я сплю по 5 часов в сутки. Президент спит 4 часа в сутки и все время работает. Он звонит мне поздно ночью. Он хочет обсудить прошедший день. Он постоянно в процессе. Это самое впечатляющее, что вы когда-либо видели. Повышенное внимание привлекли и бинты на руке президента. Репортеры тут же начали строить версии, но в Белом доме уверяют, причина куда прозаичнее. Трамп просто слишком активно жмет руки. Президента уже несколько раз видели на публике с бинтами на руках. Не могли бы вы объяснить, с чем это связано? И во-вторых, на днях он написал в Truth Social, что блестяще прошел 3 когнитивных теста. Не могли бы вы уточнить, когда именно эти тесты проводились?
Я могу ответить на это позже. Очевидно, сейчас у меня нет этой информации перед глазами. Президент на протяжении многих лет довольно подробно говорил об этом. Что касается бинтов на руке, мы уже давали вам объяснение раньше. Президент буквально постоянно жмет людям руки. Овальный кабинет, вот как вокзал Гранд Централ. Он ежедневно встречается с большим количеством людей, чем вы себе вообще представляете. Кроме того, он ежедневно принимает аспирин. Об этом уже говорилось в его медицинских осмотрах. И это тоже может способствовать тем синякам, которые вы видите. Предметный и глубокий разговор. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенной беседе с американской командой по одному из 3 ключевых документов будущего пакета – гарантиям безопасности. В обсуждении участвовали Марко Рубио, Пит Хегзет, Стив Уитков, Джаред Кушнер, генералы Джек Кин и Гринкевич, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Зеленский подчеркнул, что активная роль США на разных уровнях важна не только для завершения войны, но и для недопущения нового вторжения России. Украина напоминает о провале Будапештского меморандума и настаивает на четких механизмах реагирования партнеров в случае повторной агрессии. Стороны договорились ускорить работу, чтобы в ближайшее время выйти на конкретное понимание будущих гарантий безопасности. Позже состоялась видеоконференция с коалицией желающих. В разговоре участвовали Эммануэль Макрон, Кир Стармер, европейские союзники и представители Киева. Главный акцент – защита Украины сейчас и недопущение нового вторжения России в будущем. Оборонная помощь остается приоритетом, а гарантии безопасности должны быть жесткими и согласованными с США. Следующий этап обсуждений – 15 декабря в Берлине, где Макрон и Стармер встретятся с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Около часа назад у нас состоялась беседа с американской командой о возможных гарантиях безопасности для Украины, и мы работаем над рамочным документом, который должен быть достаточно сильным, чтобы действительно работать. Мы считаем, что этот документ должен быть одобрен Конгрессом Соединенных Штатов. Это означало бы реальные, прочные, юридически обязательные гарантии безопасности для нашей страны, и они должны реально выполняться. Разумеется, действенная модель гарантии безопасности невозможна, и мы это подчеркнули. Невозможно без Европы и всех участников нашей коалиции желающих. От Канады до Японии, Австралии и Новой Зеландии. Спасибо всем. Вклад каждого имеет значение, и я уверен, что большинство из вас уже понимают, что необходимо и как это может работать. Теперь нам нужно все скоординировать так, чтобы американцы были полностью вовлечены во все процессы. Вчера мы также говорили с американской командой об экономическом соглашении и о том, каким может быть участие США в восстановлении Украины и послевоенном развитии. Также вчера мы направили американской стороне обновленную версию рамочного документа, над которым работали. В нем содержатся 20 ключевых пунктов. Они могут стать основой для всего, и я жду обратной связи от США. И еще один момент. Мы готовы работать с президентом Трампом в любом формате. И если президент Трамп все чаще говорит о выборах в Украине, хочу сказать это очень откровенно. Мы можем попытаться провести выборы. Украина не прячется от демократии. Но для того, чтобы выборы были возможны, должен быть компонент безопасности. И больше всего в этом может помочь Америка. Если сейчас возникает необходимость в выборах, должно быть прекращение огня. По крайней мере, на период избирательного процесса и голосования. Это вопрос, который необходимо обсуждать. И, честно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна говорить об этом с российской стороной. Путин провел совещание с военным руководством и распорядился продолжать боевые действия в Украине в соответствии с планами. Герасимов доложил ему о расширении наступления в Харьковской и Сумской областях, а также заявил якобы о взятии Северска и продвижении в районе Константиновки. Во время видеосвязи с командирами связь прерывалась, и Герасимов объяснил это работой украинской радиоэлектронной борьбы. В Кремле подают происходящее как очередной этап наступательной операции, называя Северск ступенью к Славянску. Официальной реакции Киева на эти заявления пока нет. Уважаемые товарищи, вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту. В плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины. Продолжается ликвидация окруженных группировок противника на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове. Мы видим, что киевский режим, не позволив формированием ВСУ, блокированным в этих районах, прекратить сопротивление и сдаться, обрекает их фактически на уничтожение. Штурмовые подразделения южной группировки войск продвигаются с боями в городе Константиновка.
45% зданий в этом населенном пункте под нашим контролем. Освобожден город Северск. Один день – это не просто новости, это жизнь вокруг нас. Поддержите подпиской и спонсорством тех, кто говорит о главном. Евросоюз оказывает жесткое давление на Бельгию. По данным политика, премьеру Александру де Веверу пригрозили фактической изоляцией, по примеру Виктора Орбана, если Брюссель не согласится на конфискацию российских активов для помощи Украине. В статье говорится, если Бельгия не присоединится к переговорам, ее позицию просто перестанут учитывать от игнорирования звонков до исключения из обсуждений бюджета ЕС на 2028-34 годы. Через неделю решающий саммит по репарационному кредиту. Бельгия до сих пор блокировала передачу активов, хранящихся в Евроклир, и требовала юридических гарантий. Дипломаты ЕС считают, что шанс договориться все же высокий. На этой неделе запланированы 3 раунда переговоров. Тем временем в Еврокомиссии уже готовят запасные варианты: план «Б» – общий долг ЕС, который Венгрия уже отвергла, и план «С» – помощь Украине за счет ресурсов отдельных стран. Такой шаг может привести к серьезному расколу внутри Союза. Украине в 2025 году предстоит бюджетный дефицит почти 72 миллиарда евро. Без внешнего финансирования Киев будет вынужден сокращать расходы уже с апреля. Особая ирония ситуации в том, что ключевые органы ЕС находятся именно в Бельгии, и неясно, как Евросоюз намерен игнорировать страну, на территории которой фактически работает. ЕС запускает механизм долгосрочной заморозки российских активов, создавая юридическую основу для их использования в поддержке Украины. При этом Бельгия подчеркивает, решение должно быть абсолютно законным и безопасным, хотя сам принцип того, что Россия должна заплатить за войну, уже никто не оспаривает. При этом в российском МИДе заявили, манипуляции стран ЕС с замороженными российскими активами не останутся без ответа. Украине нужна непоколебимая поддержка, и Россия действительно должна заплатить за войну, за несправедливую войну и агрессию. Замороженные активы должны быть использованы для этого. Вопрос, конечно, в том, что сегодня у нас, как у ответственных политиков, есть определенные опасения. Очевидно, что мы оцениваем уязвимости, юридические и финансовые риски, связанные с предложением, которое лежит на столе. Нам нужна юридически обязывающая схема, и это главное. Конкретные шаги будут определены, когда появится финальное предложение. Надеемся, на заседании Совета на следующей неделе. Еще раз повторю, что любые махинации с российскими резервами со стороны Европейского Союза и со стороны его подельников, кстати говоря, тоже, разумеется, не останутся без жесткого ответа с нашей стороны. Ответственность за все негативные последствия для мировой экономики будут нести инициаторы данной мошеннической схемы. Мы рассчитываем, что и на Западе многие объективно расценивают реальность и эвентуальные последствия экспроприации Еврокомиссии чужих суверенных резервов. В частности, подобные шаги неизбежно скажутся на стабильности еврозоны, на привлекательности ЕСовской юрисдикции для иностранных инвесторов, прежде всего из азиатских и ближневосточных стран. Палата представителей США приняла почти триллионный оборонный бюджет на 2026 год. В документ заложили повышение выплат военным, модернизацию армии и крупные программы против Китая и России. Отдельным блоком помощь союзникам. Украине выделяет 800 миллионов на 2 года, странам Балтии 175 миллионов. Законопроект ограничивает сокращение американских сил в Европе и закрепляет ключевую роль США в структуре НАТО. В нем также предусмотрена расширенная поддержка Израиля, включая финансирование систем ПВО Iron Dome и David's Sling. Теперь документ переходит в Сенат. Этот закон напрямую инвестирует в мужчин и женщин, носящих военную форму, улучшает оплату, усиливает обеспечение жильем, расширяет доступ к детскому уходу и гарантирует своевременное и качественное медицинское обслуживание. Он также вносит точечные улучшения в подготовку, возможности и модернизацию, чтобы наши силы оставались ведущей боевой силой мира. Закон о нацобороне на 2026 год формирует более сильную армию, более устойчивую промышленную базу и более безопасную страну. Это двухпартийный проект, который начинает двигать нас в правильном направлении. Останавливает ли он все то плохое, что сейчас делают президент Трамп и Пит Хексет? Нет, но он и не мог бы. Это шаг в направлении восстановления полномочий Конгресса, лишь один шаг на очень длинном пути. И я признаю это, чтобы попытаться сдержать отсутствие прозрачности, неподотчетность и проблемы, исходящие от нынешнего Белого дома и Министерства обороны.
Лауреат Нобелевской премии мира и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо впервые публично появилась в Осло после тайного бегства из страны. Поздно вечером она вышла на балкон отеля Гранд Хотел, спела национальный гимн Венесуэлы и поприветствовала собравшихся сторонников, скандировавших «Свобода» и «Смелая». Более года Мачадо находилась в подполье. Власти запретили ей выезд и участие в президентских выборах, несмотря на убедительную победу на праймерис оппозиции. По данным источников, она покинула Венесуэлу на лодке. Затем через Кюрасао вылетела в Норвегию частным самолетом. Больше 16 месяцев я не могла обнять или прикоснуться ни к кому. И потому это очень глубокое чувство, когда всего за несколько часов ты вдруг снова можешь увидеть людей, которых любишь больше всего. Посмотреть им в глаза, прикоснуться к ним, плакать вместе и молиться вместе. Потом у меня была возможность встретиться с сотнями венесуэльцев у отеля и снова почувствовать это тепло после такого долгого времени. Знаете, именно поэтому я делаю то, что делаю. Журнал «Тайм» назвал архитектора искусственного интеллекта персоной года, подчеркивая масштаб перемен, которые технологии ИИ приносят в экономику, индустрию и повседневную жизнь. Выпуск фиксирует, как за последний год ИИ стал одновременно источником инноваций и новых тревог. От стремительного роста компаний, работающих с нейросетями, до резонансных случаев, усиливших общественные страхи перед возможными последствиями их использования. Отмечается, что за каждой системой стоят огромные объемы человеческого труда, от создания данных, разработки алгоритмов, обслуживания инфраструктуры, до того, как принимаются решения, кто получает доступ к возможностям и насколько справедливо распределяются выгоды. Эксперты подчеркивают, влияние ИИ только начинает раскрываться, и впереди еще больше изменений. Ключевой вызов – направить развитие технологий так, чтобы они улучшали качество жизни и не углубляли социальные разрывы, а контроль над ними оставался в руках общества, а не алгоритмов. Если смотреть на это с точки зрения экономиста или исследователя технологий, искусственный интеллект или текущая волна ИИ, скорее всего, радикально изменит мир. Это технология общего назначения, которая, вероятно, изменит мир так же, как его изменили электричество, интернет или компьютер. Но впереди еще гораздо больше изменений. Возможно, пока рановато говорить, что все эти огромные преобразования уже случились, и некоторые оценки сегодня немного завышены. Я думаю, один из ключевых факторов в том, что технология должна распространиться шире. Без слов. Премьер Армении Пашинян приехал в Москву и записал ролик, где он молча сидит у окна в шляпе под песню «Ласкового мая» на фоне здания ФСБ на Лубянке. Отмечу, что ночью он не смог приземлиться в Москве из-за налета украинских дронов и полетел в Санкт-Петербург. В Москву Пашинян приехал для участия в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Мы рассказываем о мире в реальном времени. Таким был один день. Совсем скоро мы расскажем о следующем.